Вряд ли сегодня существуют такие игроки в покер, которые не знают Тома Двана. Несмотря на свой молодой возраст, за ним прочно закрепился статус легенды, а о его жизни ходят самые невероятные слухи. Многомиллионные банки, долги перед китайской мафией, несколько лет непрерывной катки с азиатскими миллиардерами и много других интересных историй. С вами Академия Покера, и сегодня мы расскажем вам о самых известных фактах про Тома Двана. Кстати, напомню, что на нашем канале уже вышло 2 видео с биографиями известных покерных игроков про Фила Айви и Дэна Смита. Итак, вы уже подписались на наш канал, а значит мы можем начинать. Покер.ру и Винбет. Играйте на виртуальные фишки с друзьями, создавайте свои столы и турниры, увеличивайте рейтинг и участвуйте в акциях. Здесь большой выбор дисциплин и турниров. Том Дван родился в 1986 году в городе Эдисон, штат Нью-Джерси. Еще до совершеннолетия он начал увлекаться онлайн-покером. Как и многие другие легенды того времени, он начал с фрироллов, а после того, как Тому исполнилось 17 лет, отец помог сделать ему первый депозит в размере $50. Как несложно догадаться, это был его первый и последний депозит в его жизни. Начав играть недорогие СНГшки, Том почти спустил весь банкролл, но вовремя переключился на хедзап турниры и кэш, где начал активно наживать. Всего 4 месяца потребовалось будущей легенде, чтобы превратить свои скромные вложения в $15 000. С первых дней Том взял себе никнейм Дур, который объяснил тем, что хотел запомниться своим соперникам, но при этом не вызывать у них страха. Стратегия удалась, а ник стал самым узнаваемым в онлайн-покере. В 18 лет Том поступил в Бостонский университет на специальность инженера, но стать квалифицированным мастером у него не получилось. На втором курсе его банкролл составлял уже более $150 000, и Дван бросил учебу ради покера. Онлайн-покер уже не приносил такого удовольствия, Том хотел выигрывать все больше и больше, но теперь уже за живыми столами. Однако на родине ему пришлось ждать этого момента несколько лет. По законам США играть в покер могли только те, кто достиг 21 года. Том нашел выход. Он отправился в турне по Европе, где начал сразу играть дорогие турниры. В 19 лет он оформил свои первые призы на EPT в Лондоне, после чего снова переключился на онлайн-покер до совершеннолетия по американским законам. Как только будущей легенде стукнуло 21, Том начал играть в США, причем также уделяя внимание дорогим турнирам. Но высоких побед он не снискал. На его счету было много доездов, включая финалку на серии ВПФ, где Том выиграл $300 000. В то время на арене покера с высокими ставками хватало игроков, поэтому Том не смог выделиться на их фоне. Настоящая слава к Двану пришла после участия в шоу High Stack Poker и Poker After Dark. С первых эфиров он невероятно понравился зрителям, поэтому стал частым гостем в различных покерных шоу. Выпуск за выпуском Том обновлял рекорды разыгрываний в банках. Выигрывать или проигрывать миллионы в одной раздаче для него стало обыденным делом. Несмотря на то, что уже прошли десятки сезонов, Том остается самым прибыльным игроком шоу. Совпадение или нет, но после того, как Дван перестал сниматься в выпусках, ее рейтинг упал минимум 2 раза. Став популярным в покерном сообществе в 2009 году, Том присоединился к команде Full Tilt Poker, в которой на тот момент состояли топ-игроки Фил Айви, Эрик Сайдел, Патрик Антониус, Крис Фергюсон и другие известные покеристы. После того, как Full Tilt Poker приобретает невероятную популярность, Том начинает разрывать онлайн и играть против лучших игроков того времени. Больше всего отметили Фил Айви, Патрик Антониус и Виктор Блом, с которыми Том играл на протяжении длительного времени. Том играл с переменным успехом. В хедзап матчах с Бломом Дван ушел в минус на $4 миллиона, но уже в следующем году его профит составил $7 миллионов. Его личный рекорд, о котором известно общественности, $1 900 000, который Том смог заработать за 24 часа. А где в проводистом? С пацанами, за гаражами. Эти игры по-прежнему остаются легендарными, несмотря на то, что сегодня много дорогой игры. Таких баталий, как были на Full Tilt Poker, больше нигде нет. Дур челлендж, который длится по сегодняшний день. В 2009 году Том решил бросить перчатку лучшим игрокам мира и пригласил их на хедзап дуэль, которая получила название Дур Челлендж. Условия были просты. Игра идет за 4 столами, одновременно на лимитах $200-400, с минимальным отрезком
отрезком 50 тысяч раздач. Сайд-беты были привлекательными. Если по завершению дуэли оппонент выигрывает хотя бы на цент больше, он получает от Тома $1,5 миллиона. В случае проигрыша соперник платит Двану 500 тысяч долларов. Единственное условие – в Дур Челлендж не может принимать участие его близкий друг Фил Галфанд, которого на тот момент Том считал одним из сильнейших игроков. Первым вызов принял Патрик Антониус. Начало было бодрым, Патрик оторвался на $500 000, но после быстро улетел в минус на пару миллионов. Челлендж завершился выбросом белого флага. После 40 тысяч рук Патрик сдался и оплатил сайд-бет. Вторым оппонентом стал Даниэль Кейтс. Соперники сыграли немного больше – 19 тысяч рук, после чего челлендж встал на паузу. К сожалению, зрители так и не смогли насладиться его завершением. В разные года Том и Дэн договаривались о продолжении, но этим договоренностям не суждено было сбыться. Том несколько раз выплачивал неустойку Дэну за задержку матча, но как бы пара не обговаривала продолжение, никто не смог найти время для дорогих баталий. Плен, триада и дорогой кэш Макао. После того, как в покерном мире наступила черная пятница и Full Tilt Poker перестал существовать, Том пропал с радара вплоть до 2016 года. Какие только слухи не ходили о том, где сейчас находится Дван и чем занимается. Неоднократно в прессе появлялись заметки, что Том играет дорогие игры в Макао, где банк в размере 20 миллионов ничем не примечательная вечерняя катка. Также ходили слухи, что Том крупно проигрался и его взяла в плен китайская мафия, которая выставляет его в закрытые игры, чтобы он отработал долги, или что он полностью проигрался и безуспешно ищет бэкера. Еще один популярный слух. В 2014 году один из основателей серии Triton Poker Пол Фуа был арестован в Вегасе за незаконный прием ставок. Некоторые СМИ связывают его с известным мафиозным кланом 14 Карат. Том якобы внес за него многомиллионный залог и приютил несколько его друзей. В 2016 году Том вернулся в США и частично подтвердил слухи о себе. 5 лет он действительно играл в закрытых играх Макао, но рассказы о его выигрышах и проигрышах сильно преувеличены. Хотя Том намекнул, что завершил игру в плюсе. Возвращение Тома можно связать с другим выдающимся событием в покере – создание дорогой серии Тритон. Эта идея пришла в голову Ричарду Йонгу, а его ближайший друг Пол Фуа быстро вызвался помочь в организации. Идея была проста – собрать известных игроков и азиатских богатеев за одним столом, чтобы создать невероятный экшен. В 2016 году состоялась первая серия, которая получила невероятную популярность. Бои в десятки и сотни тысяч долларов, идеальная организация и множество бизнесменов – идеальная смесь для современного покера. Том, как любитель дорогой игры и близкий друг Пола, стал принимать участие практически на каждой остановке Тритон Покера, а в скором времени стал еще и амбассадором High Stakes фестиваля. Интересный момент. Регулярно принимая участие в турнирах, Том неоднократно попадал в призы, но свой первый кубок смог затащить только в 2022 году. Ему покорился турнир по Омахе с боином в 25 тысяч долларов, за который он получил более 300 тысяч долларов, а буквально через пару дней Том затащил турнир по короткой колоде за 30 тысяч долларов, заработав еще более 350 тысяч. Однако Том приезжает на серию не только для того, чтобы поиграть в турниры. За полями серии всегда идет экшен за кэш-столами. Его часть выходит на видео, но немало остается из-за кадров. Поэтому о реальных заработках Тома на Тритоне можно лишь догадываться. Сколько заработал Том Дван? Том регулярно появляется на дорогих турнирах Тритона. Иногда бывает на мировой серии и некоторых европейских покерных турне. Так сколько же заработал Дван за свою карьеру? Если вы не знали, то будете удивлены. Его общий турнирный заработок составляет 6 миллионов 450 тысяч долларов, а Best Cash всего лишь 793 тысячи долларов, которые он получил все на том же Тритоне. В списке прибыльных игроков в мире он занимает скромную 219-ю позицию, а среди игроков Америки только 111-ю. Том даже не смог выбраться в топ-1 своего родного штата Нью-Джерси. В нем он 6-й, а первое место занимает его соотечественник Фил Айви. Неужели это все деньги, которые заработал Дван за свою карьеру? Конечно же нет. О его реальных выигрышах не знает никто, возможно, кроме его близких друзей. Вполне вероятно, что речь идет о десятках миллионов. Не обязательно знать, сколько выиграл Том. Он никогда не откажется заявить за стол кэша пару миллионов и проиграть их без малейшего сожаления. Личная жизнь Тома. Том не особо любит распространяться о своей личной жизни, а его фотографии за пределами столов редко появляются в интернете. Но все же некоторые факты утекли во всемирную сеть. В 2012 году Том стал встречаться с девушкой по имени Эрика Мари, с которой он познакомился в родном штате.
Пара вела скромный образ жизни, но, судя по нескольким фотографиям, Эрика сопровождала его на покерных сериях. Когда они расстались, неизвестно, но в 2018 году пришла неожиданная новость. Том женился на Бьянке Руссо, одной из сестер-близняшек Руссо. Сестры известны в Великобритании, они снимаются в кино и записывают музыку. Рекорды Тома Двана. За свою карьеру Том установил немало рекордов в онлайне и офлайне, а сегодня он продолжает их обновлять. В мае Hustler Casino Live провели крупную кэш-игру. Несколько дней непрекращающегося экшена с минимальной заявкой в $1 миллион. Несмотря на такие ставки, первые несколько дней игра показалась зрителям довольно скучной, пока за столом не появился Том Дван. Уже в первый день он стал разыгрывать миллионные банки, а после обновил рекорд телевизионного покера. В раздаче с любителем он без проблем вскрыл блеф соперника и забрал самый крупный банк в истории телевизионного покера – $3 миллиона 100 тысяч. Возможно, за пределами камер Том выигрывал пота и гораздо больше, но о них Poker Pro не слишком распространяется. Том забрал сумму вполне обыденно и продолжил игру, как ни в чем не бывало. Чем занят Том Дван сегодня? Тому Двану только 36 лет, и он продолжает заниматься тем, что ему интересно. Играть в покер, появляться в телевизионных шоу и за столами Тритон покера. Завершать карьеру американский рекордсмен не собирается, так что мы еще не раз расскажем о его достижениях. На этом наше видео подходит к концу, надеюсь, вам было интересно. Те, кто досмотрел видео до конца, просто обязаны поставить лайк под этим видео и написать в комментариях, о ком нам следует сделать следующий выпуск. С вами был канал Академия Покера, не забудьте также посмотреть шортс от Максима Холдера про разновидности покера. Всем пока-пока!